Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украине не хватает газа на 1 миллиард евро. Украина ищет возможность закупать газ на сумму свыше 1 миллиарда, чтобы избежать дефицита. Александр, как там дела с газом на Украине? Как там их поставки из США? И что там им Норвегия обещала за ярд на газ? Что касается объема, давайте мы посмотрим, что же сейчас происходит в газовой отрасли Украины. Происходит там следующая история. Во-первых, да, подземные хранилища газа наполняются. Заполнены они сейчас, примерно на 2 миллиарда кубических метров. Я напомню, что по итогам отопительного сезона было в подземных хранилищах около 700 миллионов кубических метров, сейчас примерно 2 миллиарда кубических метров. И вот этот объем, то есть примерно 1 миллиард 300 с небольшим миллионов кубических метров удалось набрать за 1,5 месяца. При сохранении таких темпов закупок, как демонстрирует Украина, к настоящему моменту, к началу отопительного сезона там будет накоплено порядка 6,7-6,8 миллиарда кубических метров. И кажется, наверное, это немало, возможно, это даже много. Но проблема вот в чем. В подземных хранилищах газа Украины на момент начала сезона отбора 2024-2025 годов, то есть к началу только что завершившегося сезона отбора, было накоплено примерно 8,5 миллиардов кубических метров. Строго говоря, 8,4, давайте, 8,5 миллиардов. На выходе из этого отопительного сезона в подземных хранилищах осталось меньше миллиарда кубических метров. Даже если мы возьмем показатель 700 миллионов, то 8,5 минус 8,5 миллиардов минус 700 миллионов получается 7,8 миллиарда кубических метров. Не так ли? 7,8 миллиардов кубических метров – это та минимальная величина, которая должна быть в подземных хранилищах Украины для того, чтобы гарантировать, что если зима будет такой же, как только что завершившаяся, завершившаяся в 2025 году, что если зима будет такой же, если уровень потребления будет таким же, если сложности не будут устранены, которые возникали в ходе этого отопительного периода, то у вас будет отобрано из подземных хранилищ более 7,5 миллиардов кубических метров. Значит, хотя бы 7,5, а лучше 8, лучше 8,5. Как можно больше лучше. Но хотя бы 7,5, 7,8 у вас должно быть накоплено. Для того, чтобы просто уйти в ноль, если объем потребления будет таким же. Притом я замечу, что этот отопительный сезон, пожалуй, характеризовался минимальным объемом отбора из подземных хранилищ газа независимой Украины вообще за всю историю. К началу сезона отбора 23-24 годов в подземных хранилищах Украины было 12,2 миллиарда кубических метров, а по завершении этого сезона отбора было примерно 3,5 миллиарда кубических метров. Да, не очень много отобрали, но отобрали все-таки больше, чем в завершившемся сейчас отопительном сезоне. Завершившийся сейчас отопительный сезон был успехом украинских газовиков. В том смысле, что, в принципе, они не вышли в ноль, то есть досуха не выкачали газ из хранилищ, что они смогли все-таки подавать газ внутри Украины. И, в принципе, что вся эта система не развалилась. Там в ножки надо кланяться простым этим сотрудникам газовой отрасли. Не руководству «Нафтогаза», не руководству оператора газотранспортной системы Украины, а тем людям, которые работают на местах. Им надо упасть в ножки, всем, кто зависит от этих поставок, и сказать большое спасибо. И каждый раз это говорить, когда этих людей видите. Они действительно огромную пользу приносят и стране, и народу. В отличие от тех, кому принято сейчас говорить спасибо на территории Украины. Они не приносят пользу. Да ладно. Так вот, возвращаемся к газовую сферу. То есть, если будет минимальный объем отбора, то нужно накопить больше
чем удастся накопить при текущей динамике. Текущая динамика слишком низкая. Но здесь есть плюс. Плюс заключается в том, что Украина увеличивает за физические закупки из Европейского Союза, Украина увеличивает закупки у своих соседей. Тут есть, правда, некоторая оговорочка, которую надо будет сделать, и я ее сделаю. Но пока мы посмотрим на показатели. За неделю Украина импортирует от 100 до 150 миллионов кубических метров из стран Европейского Союза. Это означает, что в принципе Украина сейчас может с большей вероятностью успешно пройти отопительный период, так как она имеет возможность физически получать газ извне. Раньше ситуация была немножко другой. Она тоже номинально импортировала газ из стран Европейского Союза, начиная где-то вот с октября-ноября 2015 года, ну, скоро 10 лет исполнится. Вот, тогда Украина прекратила импортировать газ из России. Правда, она прекратила импортировать газ из России в рамках действовавшего на тот момент контракта на закупку газа. И при этом она юридически прекратила импортировать газ из России. Физически она продолжила это делать, но юридически этот газ уже был оформлен как газ европейских продавцов. Ну, то есть российский газ по трубе идет через территорию Украины. Это не какой-то схематоз, это, скажем так, юридически это, вот если отбросить ряд вопросов, которые неизбежно там возникал, они сейчас уже не актуальны, не важны и не нужны в рамках нашего разговора. Вот если посмотреть на эту схему, ну, как на некую покупку газа в вакууме, как бы смешно это ни звучало, то это нормальная история. То есть через вашу территорию идет какой-то газ в адрес какого-то покупателя. Вы идете к этому покупателю этого газа и говорите: продай нам часть этого газа. И оформляете с этим покупателем сделку. Но там в силу ряда причин вам необходимо все-таки пропустить через свою территорию 100% этого газа, иначе вы бы просто взяли этот газ на своей территории. Но вы должным образом оформляете документы, оплачиваете все, что вам... Оплачиваете все, что нужно оплатить в рамках операций по транспортировке газа. Сейчас объясню, что это значит. И все, и газ отбираете напрямую из трубы. Физически это выглядело следующим образом. Вот газ идет через территорию Украины по транзитной трубе. Газ отбирается по ходу движения. Не в смысле, что кто-то подсоединился к газопроводу, а он вот закачивается в подземные хранилища, он направляется потребителям напрямую. Но часть этого газа выходит за пределы Украины, возвращается и снова прокачивается, снова возвращается, снова прокачивается, и таким образом добирается необходимый объем показателей на газоизмерительной станции, которая фиксирует, сколько газа вошло, сколько газа вышло. Это необходимо для соблюдения, юридической чистоты этой сделки. Притом вы, как такой вторичный покупатель этого газа, на самом деле третичный, но опять же это уже не важно в рамках нашего разговора, вы еще оплачиваете продавцу этого газа, европейскому продавцу этого газа, транспортные расходы. Так, если бы вы купили этот газ не у него, скажем, в районе Баумгартена, в австрийском Баумгартене находилась точка сдачи российского газа, который шел, скажем, в Австрию и в ряд других стран рядом находящихся. Нет, вы платите продавцу так, как будто вы этот газ доставляете из Нидерландов. Потому что вы физически как бы покупаете этот газ на TTF, на нидерландской бирже TTF, и вот оплачиваете вот этот маршрут. Вы еще платите ввозную таможенную пошлину, то есть вы переплачиваете априори за этот газ, но юридически это нормальная сделка. Да, к ней можно придраться, но как бы в общей логике европейского газового бизнеса, а что такого, все нормально. Да, физически этот газ не прокачан, но так как деньги за прокачку заплачены, так как вы заплатили за транспортные расходы продавца, оплатили транспортные расходы продавца, то все, какие претензии к вам? Никаких к вам претензий быть не может, все нормально. А так это оформлялось. По поводу, почему здесь не все так однозначно, потому что российский газ физически ведь не прокачивался в тех объемах, которые Украина обязалась прокачивать. Так как он не прокачивался в этих объемах, то получается, что Украина не совершала той работы, тех
затрат не несла, которые она несла бы, если бы прокачивались именно эти объемы. А ведь плата идет не в чистом виде, то есть когда у нас говорят, вот бюджет Украины получал там, и называются какие-нибудь суммы, там 2, 3, там 10 миллиардов долларов. Не знаю, откуда эти все суммы брались. Он последние годы получал... за транзит газа последние годы получала украинская сторона, дай бог, 850 миллионов, но тут нужно понимать, что эти деньги – это не деньги, которые идут в бюджет Украины, это деньги, которые идут оператору газотранспортной системы Украины, который из этих же денег оплачивает различного рода там энергоносители, которые необходимы для осуществления прокачки, фонд оплаты труда из этих же денег, там горюче-смазочные материалы, ремонтное оборудование и прочее, прочее, прочее. То есть это не прибыль, это доход, выручка. Вот, это, мягко скажем, не одно и то же. И только часть этих денег, да, действительно попадала в бюджет Украины, но, знаете, в виде налогов и иного рода платежей, которые необходимо было нести оператору газотранспортной системы Украины. Вот. Это не к тому, что тут морально-этическая, а как же морально-этическая сторона? Нет, здесь просто объяснение, как это на самом деле работает. Чтобы не было вот этих криков, мы там бюджет Украины пополняли. Нет, не пополняли бюджет Украины, по крайней мере, не на эти суммы. Вот, значит, возвращаясь. То есть физически они все-таки меньше тратили на транзит газа, но, опять же, это были не настолько вопиющие, это была не настолько вопиющая, возмутительная система, чтобы к этому стоило придираться. А так юридически, ну да, более-менее все было нормально. А сейчас требуется импортировать газ физически. То есть делать то, что в экспериментальном порядке было сделано еще при пророссийском президенте Януковиче. Очень пророссийском президенте Януковиче. Невероятно пророссийском президенте Януковича в 2012 году, когда он хотел сократить зависимость от российского газа и хотел, так сказать, диверсифицировать источники газа. И вот, среди прочего, тогда была осуществлена физическая, если я правильно помню, закупка газа через Польшу у компании, немецкой компании РВЕ. Вот. А сейчас эти физические закупки необходимо осуществлять на постоянной основе. И тут вот какую оговорку я обещал сделать. Сейчас основными поставщиками газа являются, ну, кто? Словакия, ну, та же самая Венгрия. А с 27 года ни Словакия, ни Венгрия не могут, ну, как предполагается, точнее, после 27 года ни Словакия, ни Венгрия, ни кто-либо еще в Европейском Союзе, как предполагается сейчас, не будут иметь права закупать российский газ. То есть сейчас Украина покупает все так же российский газ, но уровень затрат на его импорт, уровень затрат, который как бы вшит в каждую 1000 кубических метров, возрастает. Потому что это уже физический импорт, это совершенно другие условия с точки зрения давления в сети, это совершенно другие условия с точки зрения надежности поставок и прочее, прочее, прочее. Этот газ обходится со всех сторон дороже. И дороже это не только про финансовую составляющую. Но это российский газ. То есть юридически он может быть каким угодно. Он может быть американским, он может быть норвежским, каким угодно. Физически это газ из России. Можно ли физически получить газ из Норвегии? Ну, чисто теоретически, почему нет? Можно так извернуться и получить газ из Норвегии. Ну, в конце концов, действующая газотранспортная система в рамках Европы позволяет такие поставки, насколько мне известно, осуществить физически. Ну, потому что из Норвегии газ может дойти до Австрии, собственно, до Баумгартена. А раз до Баумгартена доходил российский газ через Украину, то физически вы можете поставить этот газ в реверсном режиме. Да, какие-то усилия вам придется чисто технически предпринять, но это не нечто невозможное, не нечто, что потребует там миллиардных вложений. Нет, ну, какие-то вложения потребуются, но не поражающие воображение. Но пока основная часть газа, вот эти 100-150 миллионов кубов в неделю, которые поступают на Украину из Европы, это российский газ. А после 27 года и эта возможность несколько прервется, по крайней мере, как предполагается Еврокомиссией в данный конкретный момент. То есть Еврокомиссия сейчас настаивает на том, что европейские страны не имеют права покупать российский газ после 2027 года. И, значит, физически вот эти поставки
нужно будет осуществлять уже откуда-то еще, то есть физически это будет чей-то еще газ. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.